Это Таиланд, третья часть путешествия, в этот раз без предыстории. Я живу настолько далеко, что такси стоит 200 бат, а снять мотороллер стоит 200 бат на сутки. Поэтому логично, что я снял мотороллер, потому что это стоит те же деньги, что и отправиться на такси домой. Но зато на мотороллере можно кататься сутки. То есть он просто на сутки снят. Мотороллер так себе, но лучше, чем ничего. Лучше, чем пешком ходить. И можно отправиться вообще куда угодно и ночевать где угодно. В принципе, чем я и займусь. И пачка печеньей. Снимаю видео, наверное, минут 30 спустя, как я снял то в магазине. Нет, все-таки такси дешевле, потому что я врезался в забор. Немножко пострадал, у меня даже руки-то еще трясутся. Адреналин. Ударился всем, чем только можно было. Но хорошо, что особо не пострадал. То есть это такие поверхностные травмы. Так что для людей, у которых нет опыта вождения мотороллера и мотоцикла, я думаю, не стоит рисковать и брать здесь и практиковаться на дороге. У меня есть практика, но Ладно, я не буду говорить. Вот и решилась моя дилемма, куда ехать в горы, на юг, на север или по городу покататься. Нет, я останусь отдыхать дома. Да, короче говоря, намного дешевле снять мотороллер, чем такси, потому что всего лишь надо поменять разбитое зеркало. Короче, починить пластик. Но я даже не знаю, его заметят или нет. Я надеюсь, что не заметят, потому что мне его отдавать вечером. Здесь крепление еще сломалось. Рука опухшая, нога и так далее. Короче, дешевле на мотороллере, чем на такси, да? Вывод такой. У меня такое видео, смотри. Что вообще с ним? Да, действительно, такси очень дорогое здесь, блин. Куда проще вот так вот крутить, менять пластиковые все детали и все остальное. А вообще ты даже не заметишь, как время пролетит. Покататься по всяким автосервисам, по магазинам, которые продают пластик, зеркала и все остальное. Вообще, нет, такси очень дорого стоит. Нет, никому не советую. Прошло уже 1,5 часа, я снял весь перед, поменял пластик. Вот этот вот, который был с трещиной. Вот он с трещиной, сейчас стоит такой красивый, новенький, вообще шикарный. А это боковую я не буду менять, здесь нету крепления, но я надеюсь, что прокатит, я очень надеюсь. Вот, что еще? Зеркало новенькое, да, красивое. Сейчас новые детали, они более аккуратные, чем были до этого. И мы ржем, потому что мотороллер приедет более аккуратный, чем уехал. Потому что все эти детальки, они, блин, в царапинах. А сейчас мотороллер хороший. Это все еще дешевле, чем такси. Сейчас шмели пролетят, и я расскажу, что я хотел рассказать. После тяжелой работы спасает только лишь кокос за 25 бат. Реально вкусный. Они, кстати, очень вкусные. Мне очень нравится. Смотри. Ладно, все. Все, я, короче, отдал мотороллер, все проверили, все хорошо. И у меня просто в багажнике лежит этот ремкомплект с зеркалами. И чувак у меня еще спрашивает такой, при проверке мотороллера, он еще спрашивает, что вот это такое, что это такое. Я такой, это моего друга, блин, это было просто настолько тяжело отболтать его, потому что он после этого начал очень жестко проверять мотороллер. Но он сказал, что да, все окей, все хорошо, и все. Короче говоря, такси все равно дороже. Вот мой вывод. Все-таки не стал больше пытаться заказывать еще мотороллеры. Здесь 2 доставщика еды. Это наш водитель. Вот. Один. И здесь второй. А парень просто сидел в машине, решили подойти, спросить, не может ли у нас подкинуть до дома, потому что у нас с деньгами прям вообще, прям почти их нет. Я имею в виду именно тайских. Вот, и поэтому попросили водителя, может ли он нас подвезти. Он сказал, да, с удовольствием.
подвезет, сэкономим денежки. Но он сказал, мне надо подождать заказ еды. И подъехали сразу одновременно 2 человека. Ну вот, а я к тому, что даже вечером можно пробовать подходить к местным и спрашивать, не могут ли помочь они довести до какого-то места. Кто знает, может быть, им по пути, как нашему знакомому новому. Вот, и сейчас мы едем тогда домой отдыхать, потому что уже поздний вечер. Мотоцикл, точнее мотороллер я сдал, все хорошо, посмотрели, проверили. Ну вот, поэтому все, едем домой отдыхать. Новый день, новые приключения. Сегодня отправляюсь на фестиваль музыки и искусства в 50-60 километрах от нашего места. Но, к сожалению, мы поехали в другом направлении, поэтому сейчас мы сидим в пикапе с кучей вещей. Мы еле-еле тут поместились. Вот я показываю все, что вокруг есть. И надеюсь, что мы доедем благополучно. Потому что вот здесь рядом велик, куча вещей, наши вещи, не наши вещи, вода, бананы. Это на самом деле такой офигенный опыт, особенно учитывая, что дорога просто ужасная. Я думаю, по качеству видео это понятно, что трясет просто нереально. Это сложно описать, но почему-то здесь очень комфортно ехать. Я не знаю почему. Но действительно, я еле поместился сюда, сижу просто, вроде все должно быть неудобным, но почему-то я готов даже заснуть. Ну еще плюс немножко укачивает. И да, это уже другой пикап, и здесь еще с нами петух. Он живой, его, скорее всего, хотят пустить на корм. Мне не так его жалко, потому что он бедненький, наверное, размучился уже. Вот знак Шамбала, это как раз куда я отправляюсь сейчас. Вот я и добрался до места фестиваля, но я расскажу про него, наверное, уже завтра, потому что надо найти место для ночлега. Все, я поставил свою палатку, поэтому могу немножко прогуляться по лагерю. Моя палатка где-то тут. Я не помню. Короче, я надеюсь ее найти перед сном. Но здесь нету душа, здесь нет туалета, здесь ничего, короче, нет. Здесь только дорогая еда, музыка и всякое разное. Но это я покажу вот сейчас, вот. Здесь типа фудкорта, еда, здесь зона отдыха, здесь можно спать, здесь в основном люди спят, те, у кого нет палаток и отдыхают днем, потому что здесь часто тусуются ночью, как я понял, здесь, потому что фестиваль идет 10 дней всего, то есть в смысле не всего, а 10 дней, здесь кухня, вот, и поэтому люди днем здесь отдыхают, просыпаются после ночных погулялок. Настало утро, а вечер закончился тем, что был концерт. Позади меня сцена, вот она еще видна немножко.
был концерт, ну, почти все были здесь, но очень много людей, они просто находились рядом, либо слушали музыку, либо общались у костров, точно так же пели, играли на гитаре. Но, если честно, на мой взгляд, слишком свободолюбивый народ, который любит свободу, но немножко не уважает других. Потому что я пришел спать, наверное, в 12, и соседи, которые были рядом со мной, они, к примеру, наверное, до 3 или до 4 очень громко разговаривали, смеялись, хотя это зона с палатками, где нужно вести себя довольно тихо и, в принципе, спать. Если ты хочешь тусоваться, то надо прийти, наверное, в другое место. Вот. Когда я стоял, слушал музыку, стояла тетка на руках, прям рядом со мной. Я не знаю, зачем она это делала, но ладно, это оставим без комментариев. Ну вот, и она стояла настолько близко, что когда она падала, она могла просто в любой момент задеть. Вот вам свобода. Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека, но здесь люди это не всегда понимают. Je me trouve un peu, quelquefois un peu Мы вышли из лагеря, потому что здесь очень приятное место, здесь речка. Но, по-моему, весь народ стекается тоже сюда, потому что здесь более свежо, чем в лагере. Днем под палящим солнцем, наверное, больше 30 градусов. А речка горная, она вообще освежающая. Очень приятно здесь находиться. Через 2 часа народу у реки стало еще больше. Один даже умудрился натянуть гамак над речкой. Вообще круто выглядит. А здесь прям рядом с рекой можно покушать. И цены довольно-таки приемлемые, я бы сказал бы. Но я все равно планирую отправиться в центр. Хочу посмотреть город вообще, как выглядит. Ну и здесь идти всего 2-3 километра. Так что... Потому что на это я уже насмотрелся. И это немножко банально, если честно, для меня. Хочу посмотреть город. А я тем временем все-таки решил отправиться в город. Здесь ужасно пыльная дорога, потому что как только машина приезжает, вся эта пыль летит во все стороны. И все у дороги ужасно пыльное, прям все. И причем пыль такая, здесь на самом деле выглядит земля, как будто, наверное, глина с песком, что-то вот такое вот. Вот даже листья все в песке. И, кстати, один еще из вариантов, почему я пошел именно этой дорогой, потому что отсюда не надо платить за вход на фестиваль. Потому что вот сейчас возьму телефон, покажу. Такой браслетик дают, он стоит 200 бат. Ну, это просто веревочка. Ну вот, и без нее не впускают на фестиваль. А если идешь этой дорогой, тогда никто не проверяет, есть ли у тебя этот браслетик или нет. Кстати, машина сейчас приезжает. Может быть, будет видно вообще пыль. Но она едет довольно аккуратно, но все равно вот пыль видна. А вот, кстати, очередное банановое дерево. Банановая пальма, извините. И у меня есть очень большой соблазн все-таки попробовать один бананчик. Что я сейчас планирую сделать. Вот, кстати, бананчик. Я все-таки его взял. И вот эта часть сейчас фокусируется. И вот эта вот часть, она очень липкая вот здесь вот. Она ужасно липкая. Но я попробую сейчас открыть, попробовать, какой он внутри. Что такое? Такая вязкая эта жидкость. Я решил попробовать. Думаю, может, все-таки она вкусная. Она настолько вязкая. Хурма просто отдыхает, серьезно. Я, кстати, пробовал такой банан уже спелый. Он был действительно вкусный и сладкий. Он не такой, он прям
Супер-мега банановый вкус. Но это ладно, он зеленый, я не знаю, его, наверное, открытым не открою. Вот он даже не открывается. Он такой твердый. Да, его даже открыть не открою. Пойдем? Я все-таки решил попробовать банан. Он ужасно вязкий. Но я не знаю, зачем я еще раз его пробую. Просто ужасно. Он настолько вязкий. Ну серьезно, я ел хурму очень вязкую. Раньше была вязкая хурма. Но это еще более вязкая. Я больше не могу. Ужасно. Это просто огромнейшее дерево, которое я когда-либо видел. Ну ладно, я видел, наверное, больше деревьев. Но это просто огромное. Просто нет слов описать. Почему-то вот эта роща на заднем плане напомнила Италию, Болонью. Потому что в горах примерно похожие деревья. Аккуратный газон и деревья растут. Причем такие аккуратненькие, красивые. Вот здесь примерно так же. Очень здорово. Хотя прошли буквально, наверное, метров 300 с того места, где я снимал прошлое видео. Бежит песик, встречает меня. Он бежит уже не знаю сколько метров, такой довольный. Или он пробежит мимо. Да. Да, он пробежал мимо. О, ну ладно. Ну вот он, центр города, добро пожаловать. Здесь такая красота. Я даже не знаю, куда смотреть, если честно. Ладно, сейчас попробую найти хоть какую-нибудь кафешку перекусить. Вот он одно из немногих кафе здесь. Хочу, не знаю, посмотреть, может что-нибудь съедобное тут есть. Самое забавное, что в первом кафе, когда зашли, это второе кафе. А в первом кафе в меню цены были 30, точнее на вывеске на тайском, а когда выдали на английском языке, тогда цены были уже 50-60. Буквально напротив, намного симпатичнее выглядит, намного все аккуратнее, а цены 30 бат, почти любое блюдо. Вот это кафе напротив, а я сейчас сижу в довольно чистеньком, аккуратненьком кафе, где намного все приятней и цена почти в 2 раза дешевле. Так что в Таиланде, в туристических местах, надо учитывать то, что тайцы любят навариваться на иностранцах, поэтому всегда нужно перепроверять цены и смотреть, может быть, соседнее кафе предлагает или соседнее какое-то место предлагает цену намного ниже, чем туристические цены. Это на самом деле не очень приятно. И вот такая вот порция за 30 бат. Выглядит очень аппетитно, она не такая маленькая, может быть, ну, это реально очень большая тарелка. На самом деле порция нормальная. Плюс бесплатная вода. В таком вот пакетике ложечка с вилочкой, водичка вот бесплатная. Реально здорово. Ну да, и как всегда специи. Ну, специи здесь везде и всюду подаются. Это, в принципе, никого не удивишь. Но я просто к тому, что выглядит все аккуратно, опрятно. И за 30 бат это отличная цена, я считаю. Отличный сервис. В таком маленьком городе несколько абсолютно одинаковых магазинов. Так забавно. Красивые виды, правда, любоваться нам ими недолго осталось, потому что очень скоро потемнеет. А идти нам до нашей палатки, наверное, где-то полчаса, может быть, минут 45. И то, что осталось, как всегда, за кадром, что по пути домой на нас напала стая собак, причем не целенаправленно бежали на нас, но, к счастью, нам нападение удалось отбить палкой с листьями. А вот по приходе домой нас встречает такой песик. Сел, короче, пес возле моей палатки. Реально не пускает меня домой. Чувак, я хочу домой, пожалуйста. Реально он сидит, и я не знаю, как его прогнать. А я спать хочу вообще-то. А вот после заката началось фаер-шоу. И, если честно, я не знаю, это часть представления или просто кто-то из участников решил показать свое мастерство. Но в любом случае это было интересно посмотреть.
Ah